Friends, today we're in Balakleya. This is a town that last year had this huge explosion when their supply of the army has a supply of ammunition and rockets here, and they all just burned and blew up almost the entire town. And so we were able to help with our fund. The church here, I want to share with you a little bit about that. Я Александр, являюсь пастором Церкви Святого Евангелия. 23 марта 2017 года у нас произошла большая катастрофа в нашем городе, так как мы живем на территории, где находится военная база. И 23 марта в 2 часа ночи начались там взрывы. Мы спали все было хорошо, никто ничего даже не думал, что что-то случится. В 2 часа ночи у меня будет жена, и говорит: Саша, база горит. Я проснулся, такой был большой огненный шар, и мне казалось, что он летит в мой дом. Мы живем от базы где-то километров 5, и жена как-то быстрее среагировала, начала говорить, что делать. Нужно бежать в подвал. Я начал туда тащить вещи. И когда я зашел в свой подвал, у меня подвал весь вот так просто дрожал. Я понял, что там просто делать нечего в подвале. У меня была сперва такая паника, минут 15-20. Потом я зашел в беседку и начал молиться. Я Богу сказал о своих страхах, о своих переживаниях, что мне страшно. Но я понимал, что мне нужно было действовать. Мне нужно было людей, которые начали люди звонить из церкви, и родственники, все, которые жили в районе базы, в районе церкви, недалеко именно от этого происшествия. И помолившись Богу, я сел в машину и полетел. Я начал вывозить людей из подвалов. Люди были просто в шоке, люди все были в страхе, они даже уже не хотели выходить из подвала, боялись уже, просто вытаскивали оттуда людей и вывозили людей. И на протяжении этого дня, с 2 часа ночи началось и до вечера, мы вместе с Алексеем, диакон церкви, руководитель молодежи, мы начали возить людей из подвалов, с тех мест, где были вот эти все взрывы. Это было страшно, это было тяжело на все это смотреть, но когда мы вывозили людей, было очень много звонков, просто звонили люди с разных мест, с разных стран звонили и спрашивали, что у вас там случилось, то есть как-то они мой телефон нашли. И что было приятно, что все говорили служителям: мы за вас молимся, мы с вами, мы за вас молимся. Это было приятно, это просто утешало сильно. И церковь, поселок тут Слобожанский, есть 40 километров от Балаклеи. Они начали, пастор позвонил, и говорит: мы принимаем, говорит, людей, пожалуйста, привозите. И мы всю ночь эту, и весь день мы туда людей вывозили. Люди бежали в самые разные места. Люди убегали, потому что оставаться невозможно было. Особенно после обеда, когда уже полетели большие снаряды, это уже большие болванки летели. Просто вся земля дрожала, дрожали дома. Были очень сильные такие ударные волны. В результате, когда мы вывезли людей, кто звонил, вечером мы уехали с женой тоже в этот Слобожанск к родственникам, и утром мы возвратились. Когда мы в первую очередь с моей женой поехали в церковь. И когда мы приехали в церковь, когда мы увидели, что много разбито в церкви, и окна повылетали, и фронтоны, и снаряд залетел, просто было страшно смотреть. Моя жена просто расплакалась, просто насильно, она уже не выдержала всего этого. Хотя она очень долго держалась, но потом она, когда увидела, что мы своими руками все это делали в церкви, и тут такое произошло. И потом вечером мы легли спать,
у людей отключили свет, газ, воды, ничего не было. Вот. У меня в доме был свет. И поэтому все родственники, вот, они приехали в мой дом, вот, там ночевали, мы включили калориферы, потому что газа не было. И вечером вот помолились, вот, и Алексей, и я, и жена помолились, вот, и думали, что дальше делать. И когда мы утром проснулись с женой, то что произошло, вот, я своей жене говорю: Катя, говорю, надо нам кормить людей на базе. Потому что там люди без света, без газа, без воды. Вот, все кругом выбито, двери выбиты, окна выбиты, крыши разрушены. Вот, люди замерзают. Вот. Вот, надо кормить людей. Вот. И она мигом просто за 15 минут она собралась. Вот, и уже после обеда мы уже повезли первый обед туда, на базу. И так мы на протяжении вот всей, сколько не помню, дней 7, наверное, мы кормили людей, очень много покормили. В церкви мы кормили людей, люди приходили прямо в церковь нашу и приходили туда вот, на базу, вот, выходили со своих домов и просто они брали эту тарелку борща, суп, они просто плакали и благодарили, что все-таки мы их не оставили. И вот потом, значит, потом мы организовали 2 бригады вот, строительные из нашей церкви. И нам руководство города давали вот, те адреса, где мы делали крыши, ремонтировали крыши людям, которые тоже были в таком находились состоянии. И я такой сделал вывод, что я благодарю Бога, что в это время Бог дал вот, мне его послушаться, Бога, и людей вывозить, и кормить людей. Вот мы послушали Бога, и мы просто увидели, что у нас просто на душе радостно. То есть, если бы мы этого не сделали, наша церковь, у нас, наверное, человек 50 людей было подключено вот, кормить людей. То есть, много людей, которые подключились, и вот, просто радостно на душе то, что мы сделали то, что мы должны вообще были сделать как верующие. И я понял, что церковь, когда церковь участвует вот, в нуждах людей, когда что-то случается, то люди в этом видят Бога. То есть они видят, что Бог их не бросил, что Бог их не оставил, что Бог не остался в стороне, что Бог был с ними через именно церковь. И даже сами люди говорили: откуда вы взялись? Откуда вы взялись? Почему нам никто не помогает? Почему мы брошены? Почему вы нам помогаете? Когда мы привезли секретаря мэра города, вот, привезли ее в Слобожанск, она просто упала на шею и плакала. Говорит: почему? Говорит: что такое? Говорит: почему? Говорит: нам никто не помогает, мы никому не нужны. Почему мы вам нужны? Вот это такое было большое свидетельство. Один человек мне рассказал историю о пожарных. И вот он сказал такую мысль, что пожарный, он бежит туда, откуда убегают люди. И для меня это был хороший урок, как для христианина. Христианин должен бежать туда, откуда убегают, где бедствия, где трудности, где такое вот положение тяжелое. И для нас это был такой сигнал и вызов идти к тем людям, которые в нужде, те люди, которые в бедственном положении. И в тот момент, можно сказать, эта ситуация, она сравняла всех людей в одну линию. Бедный, богатый, высокий чин и простой человек. Вот. Все держали эту тарелку горячего супа на улице, ели, у всех дрожали руки, у всех было потеряно имущество. Вот. И люди были по-особому близки к Богу. Они оценили этот жест от верующих людей, жест милосердия, они очень были благодарны. Вот. Мы разносили пищу по домам, те люди, которые не могли выйти из дома, вот. Мы носили прямо в квартиру, те люди, которые лежачие, больные. Вот. Люди были очень благодарны, тем людям, которым мы помогали там, восстанавливать имущество, ремонт делать, крыши ремонтировали. Вот, люди понимали, люди видели в этом свет Бога. И для них это было очень ценно, что в тот момент верующие люди, они не убежали, а
пришли к ним на помощь. И для нас это было такое время, когда мы могли активно послужить людям. И люди в это время они были очень открыты к Евангелию. Вот. Они не были против, чтобы мы могли за них помолиться, они не были против взять в подарок Евангелие. Вот. То в простое время они бы могли противиться, но в это время они были очень открыты. И Бог вот так вот дал нам такую возможность послужить людям, хотя мы сами, мои родители живут в 40 метрах, в 50 метрах от взрывов. Родители, сестра, у них тоже все имущество так, тоже была поломана квартира вся. Вот. И для нас это боль, что вот такой вот люди пережили эту боль, стресс, и многие люди до сих пор это вспоминают с болью, со страхами. Вот недавно у нас тоже повторились эти взрывы, опять начали гореть эти склады, и люди опять начали бежать из города, повторилась эта ситуация. Но слава Богу, что в этот раз было не так сильно, как в прошлый раз, и люди начали убегать, уже были готовы и убегали очень быстро. Вот, все были в страхе. Вот, и страх, Бог, Он рассеивает этот страх, дает людям надежду. Мы имеем эту надежду, люди не имеют этой надежды. И мы приносим людям эту надежду, хотим, чтобы люди имели надежду на Бога, который дает утешение в трудную минуту, который дает радость, на которого можно уповать. Вот. И слава Богу, что многие верующие, они присоединялись к этому труду и помогали восстанавливать разрушенное помещение и кормили людей. Кто-то говорил доброе слово, утешение, дарил Евангелие. И все это мы делали во славу Божью, вот, так как это часть нашего народа, часть нашего сердца вместе с этими людьми. Вот, поэтому благодарим Бога за то, что Он нас не оставил, сохранил, что число погибших было сведено к минимуму, там, то есть почти никто не погиб, там единицы люди вот, пострадали. Вот, поэтому слава Богу за Его милость, за Его заботу, что Бог дал нам мудрость вот, как-то в это время правильно среагировать и послужить людям. Был один неверующий человек, который пришел, узнал, что мы кормим людей, и он привез картошки, там, капусты, там, привез что-то. Вот, Потом церковь в Волховьяре, там всего 7 человек членов церкви. Они узнали об этом, они тоже вот, позвонили мне и сказали, что приедьте, говорит, мы можем дать продуктов. Вот. С Харькова один пастор приехал, он немножко тушенки привез, вермишели привез, сахара привез. Это сильно нам просто на то время, как бы это помогло нам, и это для нас было таким большим ободрением. Вот когда с Харькова приехали бригады 2, которые также присоединились к нам, вот, и они помогали вот, тоже крыши чинить, они помогали квартиры делать. Это тоже вот, такое было для нас ободрение. И ободрением было то, что, невзирая на то, что произошло, вот, многие начали в церковь убирать, потому что в церкви было просто много пыли, много всего этого разрушенного. И в воскресенье мы сделали уже служение, то есть мы уже все собрались верующие, приехали вот, и прославили Бога. Вот, и вот так. И продолжали совершать это служение. Особая благодарность всем верующим людям, которые откликнулись на это бедствие. Многие верующие помогали с разных церквей. И многие, кто услышали, молились за рубежом, в разных странах молились о нас. Вот, и звонили, писали, и говорили, что они с нами в этих проблемах. Вот, и слава Богу за это. Хорошо. Спасибо. Да, это отлично. Как-то